Рекламная машина Соединенных Штатов, большой Голливуд, это десятилетиями отточенное мастерство медийного сопровождения любой инициативы этого государства, вне зависимости от того, связаны такие инициативы с реальностью или нет. Наиболее жесткий пример того, что агрессивная рекламная кампания при определенных условиях способна стать настоящим экономическим оружием, пресловутая программа СОИ, стратегическая оборонная инициатива, в годы ООН, выдвинутая Рональдом Рейганом. За ней вообще ничего реального не стояло. А вот напряжение для Советского Союза оказалось совершенно реальным. Но это дело давно минувших дней. Но и в наши дни Вашингтон явно пытается повторить тот успешный успех. В 2020-2021 годах на СМИ волнами обрушивались сенсационные сенсации. Американская компания Westinghouse подписала документы о строительстве атомных электростанций с Киевом. Компания Westinghouse подписала документы с Варшавой о десятках атомных станций малой мощности на территории этой страны. Westinghouse участвует в тендере на строительство атомной электростанции в Чехии, в Болгарии. И только что не на окрестных планетах. Сплошное Great America гигигей. И на этом фоне, конечно, успехи какого-то там Росатома яйца выеденного не стоят. Мне-то грешному казалось, идет вот такая предпродажная подготовка компании Westinghouse. Почему бы и нет, если потенциальным покупателям это вдруг кажется симпатичным. Подписанные пачки документов, если к ним внимательно присмотреться, имели всего два типа заголовков. Протокол о намерениях и соглашение о взаимопонимании. Так что пусть все рекламируют, как умеют и как полагают целесообразно. Но в конце 2023 года к рекламным усилиям Westinghouse, которая за последние полвека успела побывать в руках акционеров из Англии, Японии и Канады, пару раз пройдя через процедуру добровольного банкротства, добавился голос государства американского. На экологическом саммите КОП-28 делегация США заявила о своем присоединении к утвержденному решению Еврокомиссии о том, что так называемую зеленую таксономику позволительно расширить и на атомную генерацию. Годом позже, на КОП-29, то есть совсем недавно, в ноябре 2024 года, последовало громогласное заявление американцев о том, что они у себя в стране намерены до 2050 года увеличить общую установленную мощность атомных электростанций в 3 раза. На сегодня на территории этой страны работают 94 реактора. Количество строящихся – 0. Общая установленная мощность атомных энергоблоков – 100,6 гигаватта. Утроить – это вывести на 300 гигаватт. Но обычная арифметика тут не очень хорошо работает. Построить придется куда как больше 200 гигаватт, так как у Штатов впереди еще и большой вывод из эксплуатации реакторов, работающих с 60-70-х годов прошлого века. Накал рекламной кампании стартовал с публикации в Блумберге. За ним подтянулись прочие западные СМИ, а потом и наши. Нам ведь привычнее с английского переводить. Языки куда как более цивилизованных народов у нас пока что не в ходу. Не желаем мы следить за периодикой на китайском, арабском или на фарси. Время, видимо, еще не пришло. От ностальгии по Европе от Лиссабона до Владивостока пока избавиться не удается. Но внимание на этот информационный шум обратить стоит, поскольку я уверен, что это не просто голливудщина, а вполне осознанный прием информационной войны. В последнее время не только в России привыкли позитивно относиться к очевидным успехам Росатома. Вон, даже Рафаэль Гросси, который генеральный директор МАГАТЭ, позволяет себе вслух говорить о том, что отказ от российских атомных технологий затормозит развитие мировой атомной индустрии не менее чем на 7-8 лет. Хамство какое-то, честное слово. Правда, мы с вами, с учетом некоторых особенностей господина Гросси, должны понимать, что если он про 7-8 лет, то в реальности эти числа надо бы умножить на 2. Но это отдельная тема для разговора. Соответственно, любая, даже эфемерная возможность принизить уровень успехов Росатома портит нам, россиянам, настроение, заставляет впадать в уныние и вспоминать про Юру с полимерами. Вот потому, собственно, мне и показался вполне разумным хотя бы небольшой экскурс в атомную промышленность нашего наиболее вероятного противника, как называл Штаты мой преподаватель по начальной военной подготовке. Экскурс будет кратким, поскольку в одной передаче рассказать про все, что происходит во всей атомной индустрии Штатов, просто невозможно. Напомню на всякий случай, что максимальное количество работавших атомных энергоблоков в этой стране было 108 штук. Так что только рассказ об атомном энергетическом машиностроении в годы расцвета и в наше время – это точно материал для весьма продолговатого сериала. Дабы не растекаться мысли по древу, просто напомню, что корпуса 2 реакторов АП-1000, которые в Америке были введены в эксплуатацию в 1922-1923 году, изготовлены в Японии. В самих Штатах с таким заказом обратиться было просто не к кому. 30-летняя атомная пауза, в течение которой в Штатах не строились атомные энергоблоки, дала вполне закономерный результат. Нет заказов, нет смысла держать наготове технологические линии на заводах, нет смысла сохранять кадровый потенциал. Капитализм, он ведь такой, сантиментов не терпит.
Но я бы предложил исходить из самого пессимистичного для Росатома сценария. Ввести аксиому о том, что энергетическое машиностроение – дело наживное. А на первых разгонных этапах Штаты сумеют успешно размещать заказы по всем странам и континентам. Реальность этой отрасли в Штатах оставим на потом. Тем специфическая, вытянуть ее в одиночку крайне затруднительно. Сегодня попробуем остановиться на двух моментах, которые касаются только и исключительно атомной отрасли. Атомные электростанции не работают без ядерного топлива, но они не могут работать и без принципиального решения проблемы обратной стороны медали – безопасного захоронения облученного ядерного топлива или продуктов его переработки. Начну, пожалуй, с, так скажем, общеобразовательных моментов. Один из них весьма специфический и многим в России вообще не очевидный. У нас с момента формирования атомного проекта он был и остается государственным. Слишком чувствительная технология, чтобы выпускать их из-под максимально жесткого контроля. Дело не только в двуличности урана. Вот он топливо для АЭС и исследовательских реакторов, а чуть отвлекся, и он уже превратился в основной материал для производства атомного и ядерного оружия. В 80-е годы прошлого века в СССР приняли революционное организационное решение. А какого такого, спрашивается, атомная электростанция находится в видении Министерства среднего машиностроения, если речь идет о производстве электроэнергии? Эта гениальная мысль была воплощена в реальность. Потому операторы Чернобыльской атомной электростанции находились под руководством Союзного министерства энергетики. О результатах вспоминать страшно и сейчас, хотя вот уже почти 40 лет миновало. Таблетка была горькой, но нам ее вполне хватило, чтобы восстановить в атомной отрасли властную вертикаль. Первое лицо государства, руководитель и организатор, и некто третий, отвечающий за работу ЯОК, ядерного оружейного комплекса. Кандидатуру главы Росатома Думе предлагает президент. Глава Росатома подчиняется только президенту, минуя правительственные структуры. Высшим исполнительным органом Росатома является его генеральный директор. А имя Олега Никандровича Шубина, руководителя ядерного оружейного комплекса, как бы не секретно. Но я почему-то уверен, что многие из вас, уважаемые зрители и слушатели, вот только сейчас его и услышали. В Штатах к атомной энергетике изначально был совершенно другой подход. Законодательство предусматривает, что это не государственный, а частный сектор. В силу этого все фразеологизмы из разряда «Штаты покупают обогащенный уран», «Штаты добывают урановую руду», «Штаты строят атомные электростанции» не отражают действительность, поскольку за любую деятельностью, связанной с атомной энергетикой, стоят совершенно конкретные частные энергетические компании. В мире очень немного стран, которые позволяют частному бизнесу контроль над столь чувствительной отраслью. Только Штаты, да и Япония, которая после 1945 года наслаждается своей вассальной зависимостью от такого могучего, умного и дальновидного сюзерена. Практика строительства и эксплуатации атомных электростанций в США и в Японии одинакова. Частная компания заказывает у не менее частных компаний возведение станции для того, чтобы далее вполне самостоятельно и независимо от компании-вендора ее эксплуатировать. И вот что характерно в трех крупнейших авариях в истории мировой атомной энергетики, о чем почему-то не часто задумываются. 1979 год, США. Атомная электростанция 3 Mile Island, владельцем и оператором которого являлась компания Excellent Generation LLC, произошла тяжелейшая в истории атомного проекта Штатов авария. Официально ее описание звучит следующим образом. В результате сочетания технических неисправностей, нарушений ремонтных и эксплуатационных процедур и неправильных действий персонала ситуация развивалась в очень тяжелую. В итоге была повреждена активная зона реактора, включая часть топливных урановых стержней. Около 45% компонентов активной зоны расплавилось. От катастрофического выброса радиации спасла внешняя стальная гермооболочка. Проект этого кипящего реактора разработала и в дальнейшем производила компания Babcock & Wilcox. 2011 год. Япония. Тяжелейшая авария на атомной электростанции Фукусима, владельцем и оператором которой являлась и является компания TEPCO Tokyo Electric Power Corporation. Описание аварии очень похоже на американскую. Технические неисправности из-за землетрясения и последовавшего цунами, нарушение ремонтных и эксплуатационных процедур, неправильное действие персонала станции. Вот только тут гермооболочка не выдержала взрыва водорода, потому 100% разрушения активной зоны реактора и масштабный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Разработчик и конструктор реактора – General Electric. В случае с Чернобыльской АЭС разработчиком реактора было Министерство среднего машиностроения, эксплуатация была возложена на Министерство энергетики. С того момента, когда правительство СССР вернуло все наши атомные электростанции под управление Минстроймаша, а президент России под управление сначала Минатома, а затем под управление Росатома, тяжелых аварий на атомных электростанциях в России мы не видим. Не было ни одной тяжелой аварии на атомных электростанциях Франции, где отрасль целиком и полностью контролируется государством. Не было тяжелых аварий в странах Восточной Европы, где ситуация выглядит точно так же, полный государственный контроль.
Все три тяжелейших аварии компания-вендор отдельно, компания-владелец-эксплуатант отдельно. Конечно, можно назвать все это случайностью и даже пожаловаться на слишком маленькую статистическую выборку. Но давайте как-нибудь без этого, давайте использовать проверенную практику. Кто разработал и построил энергоблок, тот пусть и эксплуатирует. Так оно как-то поспокойнее. Разумеется, все сказанное – мое личное оценочное мнение. Правительство и прочие законодатели США имеют полное право на их собственное мнение. Благо, территория этой страны от России отделена океаном, а на Аляске строительство атомных электростанций не планируется. На мой личный взгляд, то, что и современная практика Росатома внутри России жестко учитывает организационные уроки Чернобыля, это хорошо и правильно. Проект Баимского ГОКа, под который строятся сразу 4 плавучих атомных электростанции. Росатом эксплуатирует все блоки. Заказчик будет только потребителем электроэнергии. Вся ответственность за безопасность на Росатоме. Атомная электростанция малой мощности в Якутии. Дочерняя компания Селигдара – заказчик, который будет оплачивать вырабатываемую для него электроэнергию. Все остальные заботы на Росатоме. По ту сторону Атлантического и Тихого океана, да пусть хоть на ушах стоят, в конце концов. Но вот то, что с заказчиками обогащенного урана никогда не являлось государство США, что такими заказчиками являются именно частные энергетические компании, владеющие и управляющие тамошними АЭС, причем в акционерном капитале этих компаний нет и никогда не было долевого участия государства, стоит запомнить. Слишком уж радикально атомная индустрия Штатов отличается от нашей, российской. А теперь вернемся на несколько минут за школьные парты. Без формул, конечно. Понимать физику реакции деления ядра урана необходимо, поскольку именно она и является источником энергии. Именно за ее счет атомная электростанция вырабатывает тепловую энергию. Еще раз, в активной зоне реактора вырабатывается только тепловая энергия, как это происходит в котлах угольных, газовых, мазутных электростанций, как это мы своими руками обеспечиваем в печах, каминах и прочих барбекю. Электрическая энергия – это не в активной зоне, это за ее пределами. И эта электрическая часть атомного энергоблока ничем принципиально не отличается от электрических составляющих любых других тепловых электростанций. Тепло, что физической, что химических реакций, передается в воде, природой нам подаренного самого удобного, самого универсального переносчика тепловой энергии – теплоносителя. Задача воды – снять тепло с его источника и унести эту тепловую энергию на турбину с ее вращающимся ротором внутри статора, который обеспечивает выработку электроэнергии. Можно напрямую нагреть воду до состояния пара и именно его подать на лопатки турбины. Можно через теплообменник, в который из активной зоны или из топки подается вода с температурой значительно выше 100 градусов, для чего, конечно же, ей обеспечивают давление кратно выше атмосферного. Температуру такой вода передает в теплообменник и обычной воде с нормальным давлением, благодаря чему она превращается в пар. И далее все то же самое. Подача пара на лопатки турбины. Оставим в сторонке всю эту электрическую часть. Нет тут ничего специфически атомного ядерного. Все вполне традиционно. Пар на турбину. Если пар не успел полностью остыть, можно еще разок в теплообменник, чтобы получить нужную температуру для горячего водоснабжения. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Свободный нейтрон ударил в ядро урана, оно развалилось на части, образовалось уже 2 свободных нейтрона, которые ударили уже в 2 ядра урана, что обеспечивает появление уже 4 свободных нейтронов. Вот, наверное, самое короткое описание цепной реакции деления. Проистекают все эти соударения, деления ядер и образование свободных нейтронов с огромной скоростью, с выделением все больших объемов энергии. В результате вот такая лавинообразная цепная реакция деления ядер неизбежно приводит к ядерному взрыву. Самое удобное для не самых добрых людей – то, что участие человека во всем этом требуется только для того, чтобы обеспечить первичные свободные нейтроны. Дальше всем управляют фундаментальные физические законы, обеспечивающие неизбежные последствия. Но это только в школьном учебнике. В реальности все куда сложнее, поскольку вот эта схема деления – 1 нейтрон, 2 нейтрона, 4, 8, 16, 32 – возможно только для изотопа урана-235. Не будем вдаваться в квантовые подробности. Если число нейтронов и протонов в изотопе нечетное, для такого изотопа описанная цепная реакция деления возможна. Если число нейтронов и протонов четное, цепная реакция затухает сама по себе. Основной изотоп урана имеет в ядре 238 нейтронов и протонов. Такое ядро либо вообще никак не реагирует на какой-то там свободный нейтрон, пусть счастье носится, либо молча съедает его, не желая при этом делиться. Про плутоний с его 239 нейтронами и протонами в ядре пока не будем, оставим на сладкое. Остановимся на том, что слишком большое количество урана-238 приводит к тому, что свободных нейтронов становится все меньше и меньше, пока цепная реакция деления окончательно не прекращается. Свободный нейтрон ударил в ядро урана-235, оно развалилось, образовалось 2 свободных нейтрона, которые уран-238 уверенно съел. Все, никакой цепочки нет, расходимся.
Вывод до предела простой. Хотим обеспечить цепную реакцию деления, обязаны обеспечить как можно большее количество урана-235, или, что то же самое, снизить количество урана-238. Чем больше урана-235 и чем меньше урана-238, тем увереннее и тем быстрее будет идти цепная реакция деления. Максимум урана-235 – атомный боезаряд. Природная урановая руда – материал для наработки плутония-239. Вот только в 1942 году, когда в Штатах стартовал Манхэттенский проект, ученые не могли сделать однозначный вывод, какой вариант обеспечит создание самого эффективного боезаряда – урановый или плутониевый. Да, конечно, группа Ферми, первый в мире атомный реактор, названный Чикагская поленница, это самая знаменитая часть Манхэттенского проекта. Однако Лесли Грофс, главный организатор проекта от Пентагона, и не думал ставить на одну лошадь. Это же совершенно не по-ковбойски. Одновременно с реактором Ферми, который предназначался для наработки оружейного плутония, другие группы ученых работали над проблемой изменения соотношения изотопов урана-238 и урана-235. Термин «обогащение урана» с точки зрения физики процесса – это наращивание числа изотопов урана-235 в отдельно взятом количестве природной урановой руды. Физики, не химики с терминологией никогда не изощряются, если только не складываются обстоятельства совсем уж непреодолимой силы. То, что я напомнил про Манхэттенский проект, это не лишнее напоминание о том, что атомный проект в США вырос из солдатской шинели, хоть его и взращивали люди в академических шапочках. Цинично это звучит для кого-то или нет, но едва ли не вся история развития человеческой цивилизации базируется на военных нуждах, на человеческом бесконечном желании развивать все более изощренные и более мощные технологии уничтожения себе подобного и всего живого, что окажется в радиусе взрыва. Атомная энергетика не исключение, а ядерный оружейный комплекс всему голова. Голова вот только требуется академического уровня знаний и навыков, а так все то же самое. Атомную энергетику можно считать младшей сестренкой ядерного оружейного комплекса. И это просто факт. Если бы не казавшиеся американцам насущные военные нужды, никто бы не сумел профинансировать сверхинтенсивное освоение сложнейших технологий, потребовавших создания целых отраслей промышленности. Не было бы счастья, да несчастье помогло и нам с вами. Не потребовалось бы нам в 1945 году немедленное противостояние ядерной программе чрезвычайно гуманным и даже местами человеколюбивым устремлением американцев, о создании атомной электростанции уже в 1954 году нам бы и мечтать не приходилось. Состав природной руды урана, если не учитывать совсем уж микроскопическое содержание изотопов урана с номером 234, 99,27% урана-238 и всего 0,72% урана-235. С таким соотношением никакой цепной реакции деления не произойдет. Для того, чтобы она нарастала по школьному учебнику, требуется довести содержание урана-235 до 90% и выше. Такое обогащение превращает его в вооружение. Арифметически все просто. Необходимо увеличить концентрацию урана-235 ровно в 125 раз, а лучше больше. Пинцетом выковыривать из природной руды атома урана-238 как так себе перспектива. Нет у человека в такой технологии. Зато изменять концентрации смеси газов технология хорошо освоена. Потому первая часть решения задачи очевидна. Требуется перевести уран в газообразное состояние. Понятно, что потребовалась помощь химиков, которую они смогли оказать. Соединение одного атома урана с 6 атомами фтора, гексафторид урана, при нагреве при нормальном атмосферном давлении до 56,4 градусов Цельсия переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Вот серенький порошок в колбе, вот мы ее подогрели, и в колбе уже газ, с которым уже можно работать. Ядро урана-235 чуть меньше по размеру, чем ядро урана-238, а потому движется чуть быстрее. Греем емкость с гексафторидом, ставим сеточку с ячейками субмолекулярного размера. Сквозь нее быстрее будут проходить молекулы, в составе которых уран-235. В результате газ в пространстве по ту сторону сеточки имеет чуть более высокую концентрацию урана-235. Потому можно с чистой совестью ставить еще одну сеточку и так далее. Подобрать материалы, которые выдержат агрессивный фтор, научиться изготавливать дырки требуемого диаметра, поиграться с давлением до сетки и после сетки и повторить это несколько десятков тысяч раз. Огромные энергозатраты, поскольку только что не миллионы кубометров этого специфического газа, которому нельзя дать остыть, чтобы он не превратился в порошок, чтобы не начинать все сначала. Да, до 90% по урану-235 получалось далеко не всегда. Потребовалась дополнительная доводка уже электромагнитным методом. Но это, опять же, не в сегодняшней передаче. Мы ведь про АЭС и про обогащение урана до энергетического уровня. Изначально был известен и второй метод – те самые газовые центрифуги, на которых сейчас мировая атомная энергетика и живет.
Газовая центрифуга – так называется устройство, принцип действия которого известен давным-давно. Если смесь газов с разной массой раскрутить до определенной скорости, то более тяжелые молекулы условно отбрасывают на стенки цилиндра, а более легкие собираются, концентрируются ближе к оси, откуда их по трубке с маленьким диаметром и выкачивают. Чем больше скорость вращения, тем быстрее такая сепарация, тем легче отделяются друг от друга молекулы газа даже с небольшой разницей по весу. В химии масса молекул измеряется в атомных единицах. Это удобнее, чем путаться в миллионных долях грамма. Химическая формула гексафторида урана – уран, фтор, 6. Атомная масса урана 238 – 238, простите за капитальную очевидность. Атомная масса фтора – 19. 6 атомов фтора в молекуле гексафторида – 114, итого 352. Соответственно, атомная масса гексафторида с ураном 235 – 349. Разница в процентах – 0,85. Дальнейшее вычисление требуемой скорости вращения оси в центрифуге опускаем, поскольку сложно и нудно. Важный результат. Не менее 1200 оборотов в секунду. Звучит жутковато, но освоение центрифужной технологии как конфетка для ребенка, поскольку энергозатраты на такое вращение меньше, чем в случае диффузии, раз так в 15-30. Опять же, опускаем все технические подробности. Все желающие могут найти их у нас на канале в цикле «Игла». Там все возможное уже есть. Первая попытка овладения технологией газовых центрифуг для обогащения гексафторида урана в Штатах, разумеется, 40-е годы. Одновременно со всем, что касалось создания промышленных реакторов для наработки оружейного плутония. Не получилось. Горели подшипники, не выдерживая столь безумных скоростей вращения. Смазка норовила просочиться внутрь центрифуги. Да и диффузионный метод уже стал давать необходимые Пентагону результаты. Грофс, хоть он и Лесли, это вам не Лаврентий Павлович, который нагло потворствовал хотелкам ученых. Грофс это направление прикрыл, а Берия предпочел согласиться с мнением специалистов, собранных в единый коллектив Игорем Васильевичем Курчатовым. Пусть финансирование и не было столь же обильным, которое предоставлялось для освоения диффузионной технологии, но эксперименты продолжались и продолжались. В том числе и с участием трофейных немцев во главе с ученым Максом Штейнбеком и талантливым инженером Гернотом Циппе. Правда, срок работы в советском атомном проекте у них закончился в 1955 году. И оба этих гастарбайтера отправились на Хватролянд раньше, чем был получен положительный результат в конструкторском бюро Кировского завода, где работала группа выдающегося нашего конструктора и инженера Виктора Ивановича Сергеева. Со Штейнбеком никаких проблем с утечкой секретов не было. Он уехал в ГДР, где возглавил работы тамошней Академии наук в ядерной физике и в энергетике. Циппи же убыл в ФРГ, а потом в Австрию. А настоящего инженера хоть 100 тысяч раз обыскивай, не поможет. У него чертежи в голове все равно останутся. Помыкавшись по послевоенной Германии, Циппи понял, что тут серьезное финансирование в ближайшие годы не светит, и перебрался в Штаты. В 60-е годы прошлого века вторая попытка американцев освоить технологию газовых центрифуг. И снова мимо, снова ничего не получилось. Циппи, понаблюдав за трудами этой криворукой публики, снова вернулся в Европу. Под его наработки была создана компания «Юренко», но она уже не немецкая, а именно европейская. Акции в равных долях принадлежат правительствам Германии, Англии и Голландии. Но и в этом случае финансирования блистательным не было. Дело шло, но куда как медленнее, чем хотелось бы. Однако самое занимательное, на мой неискушенный взгляд, что практически полная монополия, которую Штатам удалось достичь на рынке обогащения урана для нужд атомной энергетики, политика разрядки международной напряженности. Ядерная гонка 50-х-60-х годов привела к тому, что в Штатах за государственный счет друг за другом были построены целых 3 газодиффузионных заводов. Чрезвычайно широко известный в узких кругах К-25 в Окридже. Стоп, а кто сейчас об этом помнит-то? К-25 – газодиффузионный завод, который обеспечил Пентагон оружейным ураном для создания атомной бомбы, взорванной в небе над Хиросимой. Окридж – первый закрытый атомный город в США и, следовательно, в мире. В 1942 году это был поселок с населением около 1000 человек, которых в октябре того же года принудительно отселили. Министерство обороны в сжатые сроки провело операцию по скупке более 60 тысяч акров земли в этом тихом захолустье штата Теннесси. Все как положено. Забор вокруг всего объекта. 25 тысяч строителей в вагончиках. Тотальная секретность выполняемой задачи и огромное количество военных полицейских. Потому вот не люблю я никакие песни о том, что эти методы впервые были придуманы и применены в Советском Союзе. Здание К-25, после того, как были открыты архивы, в 40-е годы прошлого века было крупнейшим на планете. Расходы на возведение составили $526 миллионов, более четверти стоимости всего Манхэттенского проекта. Числа небольшие, но желающие могут самостоятельно поискать, сколько тогда стоила троицкая унция золота и сравнить стоимость нынешнюю.
Вот появится коэффициент для пересчета в современный доллар. Не хотите самостоятельно? А несложно, поскольку с 1933 по 1971 год тройская унция стоила ровно $35. Ну а в конце января 25-го за нее дают $2776. Так что коэффициент для пересчета 79. Тогда получаем следующее. Общие расходы США на Манхэттенский проект составили $158 миллиардов. Стоимость строительства одного завода К-25 вместе с городком Окридж – $45,5 миллиарда. Ну и чтобы было понятно, что такое энергозатраты на производство обогащенного урана газодиффузионным методом. В 1954 году городок Окридж с населением 20 тысяч человек потреблял 10% от всей производимой в Штатах электроэнергии. Не могу не повторить, если бы не военные нужды, не желание Штатов править миром, ни о какой атомной энергетике мы бы не думали лет так 20-30 как минимум. Никакая наука с энергетикой такого финансирования не получили бы. Но завод К-25 – это только старт ядерной гонки. В 1954 году в США в строй ввели второй газодиффузионный завод на севере Техаса в поселке Падьюка. В 1956 году на полную производственную мощность вышел газодиффузионный завод, который называли Портсмутский, поскольку находился он недалеко от этого города в штате Огайо. Хотя сам городок, в котором размещался этот завод, называется Пайктон. Нет, в Европе тоже имелись такие же заводы, во Франции и в Англии. Но по производственным мощностям американские предприятия покрывали европейских конкурентов как бык овцу. Так что оставим эти подробности тоже на потом. Штаты свои заводы строили под ядерную оружейную программу. И каждое соглашение о сокращении гонки вооружения высвобождали производственные мощности для производства низкообогащенного урана для нужд атомной энергетики. Энергетическое обогащение урана – это от 3 до 5% урана-235. То есть в десятки раз ниже, чем оружейное. Потому возможность Штатов обеспечивать не только собственные нужды, но и спрос со стороны тех стран, где АЭС строились по американским технологиям, с каждым годом становилось все больше. У конкурентов в Европе картинка рисовалась совсем другими красками. Первыми закрыли свой газодиффузионный завод англичане. Причина проста до безобразия. Англия выбыла из атомной энергетической гонки, поскольку их технологии реакторов с охлаждением углекислым газом оказались тупиком, а нового рывка просто не последовало. А дальше произошло страшное. В 80-е годы прошлого века на международный рынок обогащенного уранового продукта вышло Министерство среднего машиностроения СССР в лице компании «Техснаб-Экспорт», международная марка «Тенекс». Как бы покороче объяснить-то. Крупнейший газодиффузионный завод Европы располагался во Франции, в местечке Трикастен, близ Пьерлата. А для обеспечения его электроэнергией была построена атомная электростанция Трикастен. 4 энергоблока мощностью 915 мегаватт каждый. Завод и собственная атомная электростанция. Такой производственный комплекс. А советские газовые центрифуги обеспечили производство обогащенного уранового продукта при затратах на электроэнергию в 25 раз меньше. Для тех, кто помоложе, киловатт-час в Советском Союзе стоил 3 копейки. Вот только Минсредмаш никогда особой открытостью не славился, потому скрупулезно сочетать соотношение себестоимости обогащенного уранового продукта у нас и у них не получается. Есть подозрение, что Техснаб-Экспорт мог бы поставлять обогащенный урановый продукт по западной себестоимости и получить при этом около 200% прибыли. Выход на внешние рынки состоялся именно в середине 80-х. Последнее газодиффузионное производство в СССР закрыли в 1985 году. С той поры только и исключительно газовые центрифуги, которые постоянно усовершенствовались. Еще из занимательного, Штаты не только не сопротивлялись, они еще и сами приложили руку к закрытию всех 3 своих газодиффузионных заводов. Имя этому историческому анекдоту – фреон. Именно фреон использовался на этих заводах для охлаждения газообразного гексафторида после окончания его обогащения по содержанию урана-235. В силу чего на заводы и обрушились все карательные меры периода неистовой борьбы с озоновыми дырами и прочей развеселой веселухой. Была практически полная монополия, тихо уплывала из рук дядюшки Сэма. Отразить атаку советских технологий было просто нечем. Есть и еще один нюанс – тонкое различие между советскими центрифугами и центрифугами европейской компании «Юренко». Нет, я не про сверхкритичность с подкритичностью, а про то, что в низкообогащенном уране после европейских центрифуг остается 0,3 урана-235, а после наших центрифуг 0,1%. До той поры, пока те же французы добывали урановую руду в Африке по 2 копейки за кило, это действительно было сущим пустяком. Но теперь ситуация стала меняться. И тот факт, что европейский объединенный уран для Юренко – это отходы, а для Росатома – это источник сырья,
Нельзя исключать, что еще сыграет свою роль. Извините, отвлекся. Середина 80-х. Работал Техснабэкспорт, медленно умирали газодиффузионные заводы в Англии, во Франции, в Штатах. Но этот естественный процесс был прерван с политической стороны. Сначала невменяемой перестройкой и ускорением, а затем и крахом Советского Союза. А с технической стороны катастрофой на Чернобыльской АЭС. По миру прокатилось цунами антиядерных настроений. Множество проектов строительства новых АЭС было остановлено, причем в ряде случаев навсегда. А дальше последовала сделка Горчер-Дамырдин, она же ВОУ-НОУ, она же мегатонны в мегаватты 1993 года со сроком на 20 лет. Отдельная большая история, обросшая неимоверным количеством сплетен. При желании с вашей стороны, уважаемые зрители и слушатели, могу попробовать припомнить все ее подробности. Все подробности, это реально очень много, поскольку договор по мере его исполнения был пополнен 20 изменениями и дополнениями, переживал самые разные и весьма драматические изменения. Сегодня остановимся на том, что под эту сделку в Штатах было создано государственное предприятие United States Enrichment Corporation, американская обогатительная компания, АОК. Именно она была второй стороной договора. С нашей стороны, существовавшее на то время Министерство атомной промышленности, так что именно АОК и получала разубоженную урановую продукцию с обогащением по урану-235 в 5%. Это внешнеэкономическая часть работы АОК. Но для самих штатов важнее были те задачи, которые правительство поставило перед компанией внутри их страны. Их было, собственно, две. Зарабатывать прибыль на перепродаже российского обогащенного урана частным компаниям-владельцам АЭС, но под обязательство провести третью по счету попытку освоения технологии обогащения урана на газовых центрифугах. И еще одна задача – окончательно закрыть все газодиффузионные заводы и дезактивировать все производственные площадки. Опять же, желающие могут просмотреть, прослушать, прочитать мою самопальную сагу о Росатоме. Сегодня просто окончательный итог. Не шмогла АОК, не шмогла. После ее приватизации она добровольно обанкротилась и возродилась под названием Centrus Energy Corporation. Количество производимого обогащенного уранового продукта для всех действующих в Штатах энергоблоков по собственной технологии на сегодня 0. В 2013 году, когда закончился срок по сделке Горчер-Дамырдин, правительство США, действуя исключительно рыночно, ввело квоту на импорт обогащенного уранового продукта из России – 20% от спроса. Единственный центрифужный завод на территории США имеет говорящее название Urenco USA. Технологии не передаются. Производственные мощности закрывают еще 20% американского спроса. Оставшиеся 60% – поставки из Европы, где продолжают работать заводы Urenco во всех 3 странах, владеющих этой компанией – в Голландии, в Англии и в Германии. Подкидывают и французы. В их стране тоже есть обогатительные заводы, работающие на технологиях все той же Urenco. Но своего обогащения в Штатах нет от слова совсем. Вот теперь еще раз читаем громкие обязательства США на КОП-29. До 2050 года построить атомные электростанции общей мощностью 200 гигаватт. Этим энергоблоком на чем работать-то? На политических хотелках и желалках? Если вспомнить о практике, так хронологически ближайшее строительство завода Urenco во Франции шло 7 лет. При условии того, что использовалась площадка ушедшего в лету газодиффузионного завода, то есть разрешение от государственного регулятора удалось получить в сжатые сроки. Угрохать десяток лет на строительство обогатительных мощностей – это еще оптимистичный вариант, который возможен только в том случае, если правительство США откажется от либеральных экономических мантр и вернет государственное участие в атомной индустрии. Только в этом случае возможно бюджетное финансирование с положительным конечным результатом. Кредитование частных компаний – это уже не вариант. Не вариант не потому, что я тут, сидя в студии, себя под Лениным чищу, а из-за имеющегося у США опыта. Из атомного свежего. Соглашение с Россией об утилизации оружейного плутония и строительство завода по производству МОКС-топлива. В Штатах завод и технологические линии подрядились строить через совместное предприятие американские частники и французская государственная Арева с реальным опытом производства такого топлива. Результат – 8 миллиардов долларов бюджетного финансирования, отсутствие завода и поиски генерального директора этого совместного предприятия по всему белу свету. Чтобы было понятно, строительство аналогичного завода в нашем Железногорске стало Росатому в 250 миллионов долларов. И поскольку соглашение по плутонию приостановлено, завод уверенно производит МОКС-топливо из облученного ядерного топлива. Это я не к тому, что мы молодцы, мы это и так знаем. 250 миллионов долларов и работающий завод, 8 миллиардов бюджетных денег и отсутствие производства в Штатах, зато наличие пачки безнадежных уголовных дел. Хочешь сделать хорошо – сделай сам.
То есть, если уж намеренно тратите бюджетные деньги, сами заводы и стройте, неуважаемые американские политики. Ну, или не строите. Нам в России с каждым днем все это более фиолетово. В 2013 году закончился договор Гор-Черномырдин. В 2014 году прошла массированная договорная кампания владельцев американских АЭС все с тем же Tenex, то есть с техснабэкспортом на поставки российского обогащенного уранового продукта. Подавляющее большинство этих контрактов подписывалось сроком на 10 лет. То есть в этом 2025 году, если потребность есть, надо бы новые договора согласовывать. Но летом прошлого года Конгресс с Сенатом приняли, а Байден подписал закон о полном запрете импорта российского обогащенного уранового продукта. Лазейки в законе есть. Минэнерго может оформить исключение, если на рынке нет аналогичного продукта, и это несет риски для энергетической безопасности США. Но такое право Минэнерго получило только до конца 2027 года. В ноябре прошлого года зеркально ответило уже наше правительство. Поставки обогащенного уранового продукта американским заказчикам возможны только по индивидуальным разрешениям Федеральной службы товарно-экспортного контроля. Если ты американская компания-владелец АЭС, то побегай сначала по Вашингтону, получая разрешение от родного до слез Минэнерго, а потом нарезай круги по Москве. Авось повезет. Утраивать установленную мощность АЭС, говорите? Мистеры, вам бы работающее не пришлось бы закрывать. Побойтесь Бога. Или кто там вам его заменяет. Росатому ваши проблемы все фиолетовые не из-за геополитики. У нас все новые энергоблоки за пределами России строятся. И каждое такое строительство сопровождается топливными контрактами сроком на 60 лет. В Европе ПАКШ-2 – это, конечно, исключение, поскольку хотят того венгры или нет. Но их вынудят играться по местным правилам. Тендер, диверсификация, короткие контракты и вот это вот все. Белоруссия. Топливный контракт на 60 лет с возможной пролонгацией на 20 лет в случае, если будет продлена эксплуатация реактора ВВР-1200 на те же 20 лет. Аналогично в Египте, в Бангладеш, в Индии. Про Турцию вообще молчу, мы там для себя атомную электростанцию строим, которой владеть и управлять будем. Каждый новый энергоблок, построенный за рубежом, снижает значимость американского рынка обогащенного уранового продукта для Росатома. Большая тема получилась, однако. Большая, поскольку я ведь не касался сегодня еще одного занимательного момента. На конференции работников электроэнергетического сектора США в январе 2024 года некто Байден предложил собравшимся возрадоваться тому, что в Штатах самостоятельно удалось обогатить 90 килограммов урана. Помните такое? Но как-то за скобками этой сенсационной сенсации осталось то, что речь шла об обогащении по урану-235 не до традиционного энергетического уровня в 5%, а до 19,75%. На языке атомщиков это уже совсем другой тип ядерного топлива. Не низкообогащенный уран. Для топлива с 19,75% урана-235 введено другое название – HALEU – High Assay Low Enriched Uranium. Я не очень понимаю, как это абракадабра на русский перевести, поскольку получается что-то вроде высокопробный низкообогащенный уран с лихой аббревиатурой ВПНО. Без такого топлива атомные станции малой мощности работать не будут. А 200 фунтов, которыми хвастался Байден, это слону дробина. Наши малые реакторы Ритм-200 с электрической мощностью 55 мегаватт – это 450 килограмм этого самого ВПНО в активной зоне. А наиболее близкие к реализации реакторы от американских атомщиков предполагают 300 мегаватт мощности. В прошлом году компания «Центрус», которой правительство Штатов поручило это направление, должна была выйти на производство целой тонны нового топлива. Но уже в феврале прошлого года стало ясно, что срок однозначно ушел вправо. Но причина не в «Центрус», а в Министерстве энергетики. И это тоже отдельная тема для разговора. Как и вообще история отношений американских частных компаний-владельцев АЭС с Федеральным министерством энергетики. Не самый ведь большой секрет. Одной из причин того, что иностранные заказчики подписывают с Росатомом топливные контракты на 60 лет, то, что Росатом берет на себя обязательства по переработке нарабатываемого в атомных электростанциях облученного ядерного топлива. Не вдаваясь в технические подробности, из тонны облученного ядерного топлива обратно в страну-реципиент возвращается не более 30 кило высокоактивных отходов, которые отправить в геологическое захоронение как-то дешевше, чем 1000 кило. А американские компании ничего подобного предложить не могут, поскольку мистер Рейган в далеком 1978 году подписал закон, по которому облученное ядерное топливо приравняли к высокоактивным отходам. И с той поры никаких научных работ по переработке облученного ядерного топлива в Штатах не ведется. Отходы, они и есть отходы. Чего их перерабатывать? Мы их в землю поглубже закопаем, да и все.
Вот только централизованного геологического хранилища облученного ядерного топлива как в 1978 году в Штатах не было, так и в 2025 году его нет. А утроение мощностей атомных электростанций означает еще и утроение количества облученного ядерного топлива. Чудес на свете не бывает, если только вы много лет не работаете над тем, чтобы чудо перестало быть чудом, а превратилось в экономически оправданную технологию. Это я сейчас постарался не произнести два слова. Юка Маунтин и Брест-300, поскольку сегодня и так уже немало наговорил. Тему продолжу, даже не спрашивая, интересно это вам или нет. Устал я что-то от череды передач про газ с нефтью, потому и намерен позволить себе, что называется, оттянуться.